Есть страны, в которые зарубежные студенты охотнее приезжают учиться. В этом выпуске мы разберем 5 стран, которые наиболее популярны среди иностранной молодежи для обучения, и узнаем почему. Австралия. Сейчас там обучается 250 тысяч иностранных студентов. Согласно статистическим данным ЮНЕСКО, Австралия входит в пятерку стран с наибольшим количеством иностранных студентов. При этом российских студентов среди них не так много. Отчасти потому, что Австралия считается довольно далекой страной. Причин, по которой студенты всего мира выбирают Австралию, множество. Дипломы и степени, присуждаемые австралийскими вузами, признаются во всем мире. В местный университет может поступить не только гений, но и простой среднестатистический абитуриент. Главное — это желание и мотивация. Ценовая политика учебных заведений тоже довольно лояльная, а у студентов есть возможность получить стипендию, которая покроет частично оплату обучения. Не последней выступает и возможность проживания в роскошных кампусах при университетах, наличие оплачиваемых стажировок во время обучения, а также возможность получить визу на 2 или 4 года после окончания университета для поиска работы. Также Австралия является страной, в которой выпускники трудоустраиваются по специальности более чем в 90% случаев. Помимо всего прочего, Австралия гостеприимная и толерантная страна, ведь почти половина ее населения родилась за пределами самой Австралии. Самыми популярными программами для обучения в австралийских вузах считаются бизнес и управление, медицина, стоматология, креативное искусство и дизайн, инженерное дело и IT. Одной из самых сложных специальностей для обучения и поступления является медицина. Здесь имеют значение школьные оценки по ряду предметов типа биология и химия, а также важно показать приемной комиссии свое желание стать врачом во время собеседования. Обязательно сдача GAMSAT или Graduate Australian Medical School Admission Test. Этот тест состоит из части в сфере естественных наук и части по английскому языку. В Австралии учебный год начинается в январе-феврале, а не сентябре, как мы привыкли. Поэтому абитуриентам, которые планируют свое обучение в данной стране, необходимо обратить на это внимание. Следующая по популярности страна — Канада. В 2021 году Канада приняла около 450 тысяч новых иностранных студентов, что является рекордом за всю историю. Около 35% иностранных студентов – выходцы из Индии. На втором месте Китай, затем Франция. Обучение в Канаде выбирают из-за международно признанного высшего образования, а при этом цены на обучение ниже, чем в США. Страна позволяет чувствовать себя как дома, поскольку здесь представлено множество этнических групп мира. Также Канада обладает богатым культурным наследием, что дает широкий выбор этнических блюд и развлечений. Также студенты любят Канаду за то, что в студенческие кампусы по всей стране оснащены всеми необходимыми новейшими технологиями и включают в себя спортивные площадки олимпийского уровня, концертные залы, радио и так далее. Так, например, кампус Университета Британской Колумбии находится на границе с лесом с 3 сторон и с морем с 4 стороны. Таким образом, студенты постоянно чувствуют себя в контакте с природой. Кампус Макдональд Университета Могила представляет из себя парк с велосипедными дорожками, лыжными трассами и оранжереями, а кампус Университета Бишопс построен в архитектурных традициях 19 века. Одна из его знаковых построек — часовня Святого Марка, выполненная по модели классических часовен, как в Оксфордском университете. А сам Бишопс University называют Оксфорд на Массавипе из-за его узнаваемой архитектуры и расположения между рекой Массавипи и рекой Святого Франциска. Следующий по популярности — Китай. 500 тысяч иностранных студентов. Тройку лидеров по количеству иностранных студентов открывает Китай. По данным Forbes, учиться в Китай едут иностранцы, которые планируют связать свою жизнь с инженерией, программированием и науками. В конце 20 века Китаем была проведена реформа высшего образования. Как результат, в 2019 году 40 вузов страны вошли в мировой рейтинг лучших университетов по версии QS World University Rankings. 6 китайских университетов вошли в топ-100. В 2015 году президент страны Си Цзиньпинь, сам который является выпускником университета Цинхао, подписал план по двукратному увеличению университетов первого класса, топовых университетов. Согласно этому плану, к 2050 году в сотню лучших вузов должны будут попасть уже 42 китайских университета. Для достижения данной цели Китаем было вложено в образование около 675 миллиардов долларов. Всего в Китае существует около 2000 государственных вузов, обучается в них около 9 миллионов студентов. Занятия в местных вузах жестко контролируются, опоздание более чем на 15 минут на занятие приравнивается пропуску. Если у студента будет много пропусков, то до экзамена он не будет допущен.
допущен. Такая система позволяет вырабатывать дисциплину у студента. Серебряную медаль по популярности взяла Великобритания. 513 тысяч иностранных студентов. Флагманами британского образования являются самые популярные и известные вузы мира. Оксфорд и Кембридж благодаря своим вузам превратились в настоящие студенческие города. Говорят, что Оксфорд для учебы, Кембридж для остроумия, или Оксфорд для искусства, а Кембридж для науки. Придуманы эти фразы были потому, что несмотря на соперничество, преподаваемые предметы в этих университетах разные. Оксфорд больше базируется на социальных и гуманитарных науках и искусстве, а Кембридж на естественных науках, инженерии, технологии и медицине. В Англию едут учиться с разными целями, в том числе и для того, чтобы прокачать свой английский и получить опыт проживания в англоговорящей стране. Привлекают иностранных студентов и достопримечательностей, которых здесь предостаточно, и даже атмосфера университетов, напоминающих Хогвартс. Кстати, если вам интересно, какие достопримечательности Англии обязательны к посещению, вам будет интересно посмотреть наш видеоролик на другом канале о топ-10 местах в Англии. Но если вам интересен выбор вузов, то заходите на наш сайт www.maps.ru. Образование в Англии выбирают и многие звезды, в том числе и наши российские. Рэпер Оксимирон учился в Оксфордском университете, где получил степень в области средневековой английской литературы. В Англии также получил образование главный редактор журнала «Грация» Анна Пенева, которая училась в Лондонском университете Гилдхолл по специальности юриспруденция. Ну и, наконец, золото по образованию присваивается США. Бессомненным лидером по количеству иностранных студентов является Америка. Их количество увеличивалось в последние десятилетия. И по данным доклада Международной организации по образованию Open Doors, в 2018 году количество студентов-иностранцев превысило 1 миллион, достигнув нового рекорда. Америка – родина многих ведущих университетов мира, а также одна из стран, выделяющих наибольшее количество финансов на образование. В среднем США тратит около 15 тысяч долларов на одного студента, а ее 41 университет входит в 100 лучших вузов мира по версии Times Higher Education. Обучаться в США приезжают даже англичане, у которых и самих образование на высоте. Но нет предела совершенству. Также посчитала актриса Эмма Уотсон, известная нам по роли Гермионы Грейнджер. Перед тем, как продолжить обучение в Оксфорде, девушка 1,5 года изучала английскую литературу в университете Брауна. Некоторые наши звезды тоже получали американское образование. Теннисистка Мария Шарапова поступила в Гарвардскую бизнес-школу, а тележурналист Андрей Малахов после окончания журфака МГУ проходил стажировку в Мичиганском университете на протяжении 1,5 лет. Это были 5 стран с наибольшим количеством иностранных студентов. Теперь вы знаете, куда едут учиться ребята со всего мира, а главное, почему именно туда. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк и подписывайтесь, чтобы увидеть больше видеороликов про учебу за границей. Не забывайте, что у нас есть и второй канал, где мы рассказываем о путешествиях по разным странам и городам. Заходите, подписывайтесь и узнавайте больше про разные страны и места, где можно провести свой отпуск.